Да, я вижу, ездить по здешним кустам небезопасно. Я могу вам помочь? Можете. Нужно срочно съездить в город за аквалангом. Акваланг в этой местности? А на какой, простите, предмет? Расползаются. Наш акваланг испортился, а они там расползаются. Кто расползается? Бентарки. Где расползаются? На дне глубокого озера. Как расползаются? По спирали. Еще вопросы? Последний. Бентарки, это что, ваша работа? Это работа Института бионетики. Вот мы здесь с вами болтаем, а они тем временем расползаются. До города далековато. Будет быстрее и проще, если вы покажете свой испорченный акваланг. Быстрее? Вы уверены? Это серьезно? Быстрее. Уверен. Серьезно. Все, приехали. Ну, если это езда, то что, по-вашему, воздушная акробатика? Чен! Чен, домой! Здравствуйте, Наташа. Очень приятно, Игорь Соболев. А как зовут эту очаровательную наездницу? Лотта. Лотта Керам. А вы разве не успели познакомиться? Увы, успели поссориться. Ладно, посмотрим. Развожу пары в котлах шаланды. Кто-то там охвачен энтузиазмом оживить этот металлолом. Ну, что тут у вас? Да вот. Ясно. Что-нибудь посоветуешь? Да. Выбросить его на свалку. Ну, это мы могли и без тебя сделать. Ой, влипли. Время упустим, совсем расползутся. Выхода нет. Надо реагировать шефу. Ну вот что, парни. Можно без акваланга. Можно, если ты ныряльщик с Мапуа. 40-метровая глубина, ясно? Ясно. Ты что, оглох? Я сказал, 40-метровая глубина. Ну, извини, мне показалось 400-метровая. Там есть за что зацепиться? На солястере? Есть. Кольцо для крюка. Дашь мне сердечник сонара, попробую вставить. Там пробка такая возле кольца. Если ты это сделаешь, я хадж в твою честь совершу. Босиком до самой Медины. Только ты, парень, того, не утони. Без паники. А нырнул, по-моему, твой знакомый. Он такой же мой, как и твой. Сколько минут? 5. Сколько теперь? Сколько теперь, ну? Ровно 6. Слушай, они его утопили. Ой. Восемь минут.
Ваша. Знаешь, сколько ты там пробыл, поросенок? Целых 8 минут. Ну и что? Янок, он говорит, ну и что? Солястер действует. Топай в Медину. Вы сумасшедший. Не похоже. Сумасшедших, как правило, не обижают. И он еще возмущается. Целый час просидел под водой, а теперь возмущается. Девушка, вы склонны преувеличивать. А вы чудовище. И откуда вы взялись на мою голову? Кто вы такой? Вот с этого и надо было начинать знакомство. Игорь Соболев. Соболев готов? Пошел. На 4 секунды хуже вчерашнего. Лобанов, задействуй ловушку номер 15. Но Соболев устал, командор. Сегодня тоннель с незнакомой ловушкой, он не пройдет. Океан не спросит, устал кто-нибудь из нас или нет. Лобанов, ловушку номер 15. Лобанов, акванавт идет в твою зону. Понял. Бери наблюдение на себя. Есть, командор. Акванавта вижу отлично. Он вошел в лабиринт на 30 секунд раньше графика. Удивил. Соболев превосходно ориентируется под водой. Докладывай, командор. Ложный азимут Соболева не обманул. По лабиринту идет нормально. Он почуял твою ловушку, Лобанов. Теперь ты не сможешь запутать его. Обойдет. Да, похоже. Но вряд ли пройдет полигон до конца. Он сегодня устал. 5-е погружение больше 20 минут без воздуха не выдержит. Ладно. Пусть на 20-й минуте сделает вдох. Понял. На последнем этапе пущу подстраховщика с аквалангом. Командор не растерялся. Выстрелом трос перебил. Ну а другим концом ему грудь зацепило, да так, что половину гидрокомбовой оболочки сорвало. А это все равно, что человеку легкие повредить. Или, скажем, оторвать рыбе жабры. Очнулся он, чувствует, слегка задыхается. Слегка? Вторая-то половина уцелела. Окончательно пришел в себя, видит, глубина уже за 3 километра перевалила. Простите, Сережа, как же это он видит? Ниже 3 километров кристалл светится красным. А кто провалился в красный подвал океана, обязательно услышит реквием бездны. Почему реквием? Разве акванавта нельзя спасти? Даже если спасут.
он уже никогда не сможет работать на глубине. Да, суровая у вас профессия. Эй, собеседники, сколько можно вас ждать? Пообещайте мне любовь, пусть безответную, узнаю в облике любом, по всем приметам я пойду покорно наугад, куда поманите, и не сверну с пути назад, когда обманете. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение, хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, и все прощу, но только ты люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста. Пообещайте мне любовь, такую нежную, и мир для нас родится вновь, маня надеждою, чтоб разлилась живой водой и песней грустною. Любовь не может быть другой, я это чувствую. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение, хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, и все прощу, но только ты люби. Что это? Матрица памяти. Какой памяти? Человеческой, разумеется. Как? То есть логического помощника электронно-вычислительной машины. Любопытно. А чья конкретно память используется? Любого сотрудника нашего института. Это не имеет значения. Кстати, в этом кристалле есть воспоминания о тебе. О твоем героическом нырянии в озеро. Под номером 99 матрица памяти твоего хорошего знакомого, Андрея. Он передавал тебе привет. Спасибо. И все-таки 99-е. Зачем вам такое количество? Ну, для своих работ. И посылаем в другие исследовательские организации. Разрабатываем новый тип вычислительной техники. Хотите усовершенствовать кибернетику? Да, бионетика экономически выгоднее. Матрицы можно копировать, размножать, они компактны, транспортабельны. Значит, близится время, когда машины смогут мыслить по-человечески. Не скажи это при моем отце. Вылетишь отсюда вверх тормашками. Не буду. Мне очень хочется ладить со своим будущим тестем. Я не люблю повторяться, коллега, но еще раз прошу вас запомнить. Спешка на уровне фундаментальных исследований пользы нашему делу не принесет. Возьмите. Привет. Лота. Да? Посторонний в экспериментальном секторе? Что это? Этот посторонний только что сделал твоей дочери предложение. Поздравляю. Рано. Я еще не успела ответить. А ты поторопись. Очень своевременное предложение. Если ты не выйдешь замуж сейчас, то, насколько я тебя знаю, ты не выйдешь замуж вообще. Ну,
Александр Кером. Игорь Соболев. Акванавт. Странный будет брачный союз. Если он, конечно, будет. Я не совсем вас понимаю. Моя дочь панически боится воды. С детства боится. За 2 дня я научил ее не бояться воды. Отлично, поторопились. И буду вам отечески признателен, если вы сумеете отвлечь ее от сумасшедшей рискованной езды на мотоцикле. Сегодня вы покидаете стены своей альма-матер. И, может быть, навсегда. Вашу дальнейшую работу будет координировать Комитет по освоению океана в мирных целях при Организации Объединенных Наций. Ваши преподаватели, тренеры, медикологи сделали для вас все, что могли. В обществе людей вы люди, среди рыб вы рыбы. Но ни одно морское животное вам не годится в соперники. Сейчас вы получите свои гидрокомбовые оболочки и станете по существу властелинами океанских просторов. Но прежде вы произнесете слова клятвы акванавта-глубоководника. Быть всегда впереди, но никогда не стремиться возвысить себя над человечеством. Клянусь! Клянусь! Береги себя. Мне страшно. Что с тобой происходит? Скажи. Мне кажется, что я теряю тебя. Не смей даже думать об этом. Слышишь? Не смей. Прости, я не должна была так. Но мне страшно. Я постараюсь к тебе приехать, как только смогу. Разыщу тебя в океане. И тогда на каком-нибудь острове мы отпразднуем свадьбу. Я подарю тебе большую красивую раковину. И пусть тот остров будет похож на этот. Прощай. До свидания. Дейтерий 1010. Дейтерий 1010, прошу связь. Дейтерий 1010, прошу связь. Дейтерий 1010, прошу связь. А, дьявол. Ничего нового, шеф. На волне аппарата по-прежнему одни позывные. Верно. Впечатление такое, будто внутри аппарата никого нет. Их молчание можно объяснить и техническими причинами. Вышли из строя одновременно все средства связи на станции и в аппарате? Очень сомнительно, шеф. Кинг-Клай, Кинг-Скай. Прием, прием, прием. Отвечайте, Дуговский. Прошу связь. Энергосистема западного побережья материка скоро будет не в состоянии обеспечить своим потребителям необходимую мощность. Срочно сообщите, что предпринято вами для немедленного запуска добывающих агрегатов станции Дейтерий 1010. Срочно. Дуговский. Я буду жаловаться в комитет по энергоснабжению. Прием аппарата на борт приготовиться. Тревога. Команде собраться на палубе. Послушайте, я не хочу больше туда. Оставьте меня в покое. Я не хочу больше туда. Он был один в аппарате? В изолятор быстрее. Скажите мне, наконец, что с Дюмоном? Пока не знаю, насколько это серьезно. Однако налицо признаки умственного расстройства. Невроз страха. Элен, вы должны мне помочь. Вы надеетесь, что я разрешу вам допрашивать больного? Но посоветуйте мне что-нибудь иное. И поскорее, медлить нельзя. Напарник Дюмона остался там и, вероятно, нуждается в помощи.
Я ввела Дюмона снотворное, пока это все, чем я могла быть полезной бедняге. Готовьте Свена-Бола для работы на глубине. Я не позволю послать его на станцию без напарника. Где вы возьмете второго? Эту проблему предстоит решить мне. Как дела, Тодор? Я только что принял позывные советского судна «Таймыр». А, экспедиция Селиванова. Срочно свяжитесь с Таймыром. Если у них есть акванавт, они нам помогут. Если он, конечно, есть. Любопытнейшая динамика в этом районе. Третий слушает. Прием. Соболева. Тебя, материк. Да, Соболев. На связь. Превосходно, бегу. Наташа, профессор, а где Лота? Что это с вами? Мужайтесь, Игорь. Не знаю, какими словами. Но мы должны сообщить тебе. Не понял. В чем дело? Ну, говорите же. Лотта, понимаешь? Мотоцикл. Что случилось? Ну что же вы молчите? Ну говорите же что-нибудь. Лота погибла. Ее нет больше. Ты понимаешь? И буду вам отечески признателен, если вы сумеете отвлечь ее от сумасшедшей рискованной езды на мотоцикле. Как руководитель экспедиции, прошу вас направить напарником Соболева меня. Кто у нас руководитель гидрофизической группы? Артем Иванович Аджимаглян. Вот и обратитесь к нему и послушайте, что он ответит. Что я отвечу? Что я отвечу? Если из 3 гидрокомбистов 2 уйдут, завалим весь объем наших гидрофизических работ. Но вы разве не видите, как он изменился после недавнего разговора с материком? Слова от него не добьешься. Глаза какие-то пустые. Мы потому и решили послать его. Ему полезно будет сменить обстановку. Дуговский не скрывает, что работа на станции будет связана с огромным риском. Я готов. И может быть с риском смертельным, Игорь. Тем лучше. В присутствии Соболева прошу говорить по-русски. Рад вас видеть. Леон Дуговский, медиколог. Эллен Кент, Ваш напарник Свен Бол. медиколог Таймыра, должен был передать мне ваш медицинский регистр акванавта. Благодарю. Зайдите ко мне часа через 2.
Русский я вижу. Игорь Соболев. С кем имею честь? Икар Дюмон. Вы собираетесь туда? Да. Я не хочу больше туда. Слышите? Оставьте меня в покое. Я не хочу больше туда. Оставьте меня в покое. Я не хочу больше туда. Вам не стоило открывать эту дверь. Сегодня утром Дюмон всплыл один. О судьбе его напарника ничего не известно. Установить связь со станцией так и не удалось. До встречи. Вы должны разобраться в обстановке, выяснить, что произошло на станции, разыскать Пашича, живого или мертвого, возобновить работу добывающих агрегатов. Станция должна добывать дейтерий при любых обстоятельствах. Запомните, при любых. Энергоснабжение западного побережья материка во многом зависит от вас. Должны разобраться, выяснить, разыскать. Станция должна добывать дейтерий при любых обстоятельствах. Выяснить, разыскать, добывать. Десять семь. Есть 10-7. 10-8. Есть 10-8. 10-9. Есть 10-9. 10-10. Контакт. Есть контакт. Автоматика ангара сработала. Почему нет основного освещения? Бол, вы не боитесь насморка? С чего вы это взяли? Бывает, когда промочишь ноги в холодной воде. О, попасть в центральный бункер будет непросто. В ангаре осталась вода. Ладно, попробуем через скутерный отсек. Осторожно. Идите вперед, вы знаете планировку станции лучше меня. А почему мы не пошли через ангар? Не удалось откачать воду. Ремонтных работ будет по горло. Странно. Автоматика была просто отключена. Разберемся. Но сначала на нашей совести агрегаты. Прежде всего на нашей совести человек. В чем дело? Почему вы остановились? С детства не люблю смотреть на покойников. А где вы увидели утопленника? Я разве сказал утопленника? Ну, покойника не вижу существенной разницы. Вы меня не так поняли. Я имел в виду вообще. Ясно. Ничего, мне ясно. Каждый наделен какой-нибудь маленькой слабостью. Вот я, например, не люблю смотреть на покойников. А мне, по-вашему, это должно доставлять удовольствие. Так, что ли? Коллега, давайте посмотрим правде в глаза. Если Пашич жив и здоров, что мешало ему выйти на связь? А если он не совсем здоров? Маловероятно, чтобы на станции сошли с ума оба наблюдателя. Впрочем, я осмотрю салон и каюты, а вы загляните в компьютерный отсек. Вниз, налево.
В чем дело? Нащупывал запись вахтенного диктофона и случайно включил на полную мощность. Извините. И это все, что там записано? По-видимому, да. Необходимо запросить агент. Давайте дослушаем до конца. Незачем. Дальше, кроме этого идиотского крика, нет ничего. Необходимо запросить агента? Агентство? Не знаю. Это голос Пашича. Придется обшарить всю станцию. Вильям Пашич. Можете не опасаться встретить покойника где-нибудь в коридоре. Пашич ушел в воду. Эккар Дюмон. Дюмон оставил свою гидрокомбовую оболочку. Невероятно. На моей памяти это впервые. Манта? В этих глубинах? Никогда бы не поверил. Нам действительно повезло, коллега. Видимо, это почти неизвестная науке королевская манта. Красивый экземпляр. Что же все-таки с агрегатами? Один поврежден, а остальные в порядке, просто были выключены. Все в порядке, кроме того, что прекратилась добыча дейтерия. Пашич исчез, а Дюмон самым натуральным образом спятил. Смотрите. Наш участок подводного хребта. Станция. Площадка добывающих агрегатов. А это, как видите, маяк. Самая высокая точка хребта в окрестностях станции. Плавать у агрегатов советую осторожно. Здесь очень сильное течение, и вас может вынести в этот район. Глубина впадин 5-6 тысяч метров. А глубина этой впадины? Порядка 5 километров. Если мы не найдем его на этом участке доступных нам глубин, можно быть уверенным, мы его вообще не найдем. Не вернусь через 20 часов. Впрочем, тогда вам самому придется решать, как быть дальше. Проверка связи, проверка. Радируйте сонаром, как дела? Понял так. Ничего нового. Спугнул манту. Ухожу в сторону маяка. Будьте осторожны. До связи. Бол, связь.
Маяк в порядке. Дает нормальный сигнал. При таком маяке заблудиться в окрестностях станции Пашич не мог. Это просто немыслимо. Надо искать у агрегатов. Заодно попробую устранить неисправность. Пошла продувка. Пошла. Спасибо, Соболев. Куда вы теперь? Понял вас так. Ухожу в северо-восточном направлении. Но будьте осторожны, Соболев. Прошу вас, будьте предельно осторожны. Вы должны были быть на станции. Я думал, это Пашич. Странный способ для первого знакомства. Извините. Что нового? Я прошел вдоль хребта километров 20. Никаких следов Пашича. Так зачем вам понадобилось выходить в воду раньше срока? Мне надо было выяснить, почему не уходит вода из ангара. А дальше ангара вы никуда не плавали? Не успел. Вы так поспешно меня уволокли, что я даже оставил в воде свой квантабер. Что в дневнике Дюмона? Взгляните сами. Может быть, вам удастся найти в этих художествах хоть какой-нибудь логический элемент? Я плохо разбираюсь в разновидностях психоза. Спокойной ночи. Один вопрос. Что, по-вашему, может означать слово «лотта»? Лотта – женское имя. Так. Почему вы говорили мне, что не были у маяка? Потому что я там действительно не был. Вы еще не спите, Игорь? Нет, но уже собираюсь. Я хотел бы поговорить. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что я будто бы виноват перед вами. Не надо, Свен, я понял. Очевидно, по совету Дуговского вы пытались скрыть от меня бред Дюмона. Это плохая игра. Мне можно вставить хотя бы слово?
Выслушайте меня, иначе я просто усну и не успею сказать всего. Вы, конечно, догадались. Это имя Лотта я встретил на маяке. Могу добавить. Надпись выжжена квантабером. Но вы еще не знаете другого. Несколько часов назад на маяке этой надписи Как не вы было. сказали? Не было. Если надпись сделана не мной и не вами, то понимаете вы, чем это пахнет? Ладно, оставим разговор на завтра. Глаза у меня слипаются. А вот квантабер, ваш квантабер, его мы бросили в воде, пожалуй, зря. Пашич, вернись! Вернись немедленно! Ты болен! Ты гибнешь! Вернись! Что случилось? Сначала мне хотелось бы выслушать вас. Вы оказались пророком квантабера, а я не нашел. Так. Игорь, вы ошиблись вчера. Я ничего не знал о Дюмоне, Дуговский скрыл и от меня. Но теперь, когда вы удосужились перелистать блокнот, я надеюсь, вам понятно, откуда я взял имя Лотта? Я был неправ вчера, извините. Свен, вы хорошо знаете Пашича. Скажите, с именем Лотта у него что-нибудь связано? Я знаю только одно. Девушку, которую он любил, зовут Ружена. А с именем Лотта скорее что-то связано у Дюмона, его художество. Да. Ну и как вы объясните исчезновение квантабера? Какое-нибудь животное уволокло. Простите, но ваша версия насчет безумца, который броет вокруг станции, меня раздражает. Ведь именно это надоумило вас кричать на весь океан, не так ли? Я бы не стал кричать без причины. Читайте. Не понимаю, что это? Это морзянка, которую я получил только что. Ладно. Бросьте меня разыгрывать. Есть вещи, коллега, которыми не шутят. А на кой черт мне вас разыгрывать? Вы превосходный человек, коллега. Но, очевидно, долгое общение с вами выходит за пределы моих возможностей. Мне тоже кажется, нам трудно действовать сообща. В таком случае я буду действовать самостоятельно. И будь я проклят, если кто-нибудь посмеет мне помешать. Да поймите вы, Игорь! Ведь это же абсурд! Я долго искала людей, я нашла. Верните безличность. Нет равновесия. Пришелец. Вернее, пришелица с другой планеты. Глубоководная нимфа. Дьявол. Проклятие, выбило предохранитель. Ну вот что. С этим надо кончать. Что вы намерены делать? Собираюсь выследить и выловить безумца. Морзянку удалось разобрать? Да, то же самое. У Димона были, пожалуй, основания для помешательства. Есть предложение. Давайте плюнем. На это. На эту. Ну, в общем. Давайте заниматься техникой. Доведем агрегаты, а там посмотрим. Вот как? Плюнуть, говорите? Человек в беде. Он болен. Гибнет, понимаешь? Подождите. Во-первых, вы должны извиниться. Я презираю людей, которым на все наплевать. Если я раньше вас правильно понял,
Пашич был вашим другом. Что во-вторых? Будь я проклят, если заслуживаю подобного обвинения. Поймите, Игорь, не верю я, что Пашич до сих пор жив. 5 суток в воде. И не мог он сойти с ума. Не такой он человек. Нет, я в это не верю. Ну тогда извините. В бункер колотят пришельцы. Пойду открою двери гостям. Да поймите, Игорь, это не Пашич. Мы имеем дело с чем-то другим. С кем-то другим вы хотели сказать? Ночью я прокрутил кассету и обнаружил вот этот кусок видеозаписи. Смотрите. К сожалению, без звука. День рождения Ружена Пашич ухитряется праздновать в любой обстановке. И это все? По-моему, и этого достаточно. Свен, занимайтесь техникой, я выйду в воду. Попробую стать приманкой для безумца. Прошу вас, не задерживайтесь в воде более 20 часов. Постараюсь. Бол, я нашел ваш квантабер. Взять его мог только человек. Пашич. Одно неясно, куда этот безумец ушел. Вверх, вниз, вправо, влево. Скверно, если он ушел вниз. Начну с худшего. Внимание, Бол. Я только что ранил манту. Заряд в квантабере кончился. И если это крылатое одеяло рассвирепеет, от меня ничего не останется. Но почему манта медлит? А не она ли вынесла меня из красного подвала? Бол, если со мной что-то случится, сохраните это животное. В нем разгадка.
Прошу связь, Бол. Прошу связь. Если вы на станции, свяжитесь с центральным бункером. Если нет, дайте свой позывной. В воду ему нельзя. В его состоянии это просто опасно. Остается одно. Сбежал, как Дюмон? Нет, он не мог этого сделать. Не мог. Не имел права быть трусом. (11:43). По неизвестной мне причине Бол ушел в воду. Есть основания для беспокойства. Ухожу на поиск. Соболев. Я Дейтерий 1010. Борт Кинг Вайкинг Скай. Леону Дуговскому. Я Дейтерий 1010. Борт Кинг Вайкинг. Экипаж станции продолжает работу. Третий не обнаружен. Продолжаем поиск. Предполагаем худший исход. Прошу запросить все научно-исследовательские организации, имеющие отношение к морской биологии. Содержание запроса. Проводились ли в этих организациях какие-либо эксперименты с королевскими мантами? Если да, то в какой форме и с каким результатом конкретно? Соболев. Конец. Ты очень несчастлив, Игорь. Ее звали Лотта. Так вот почему. Не надо, Свен. Зачем ты выходил в воду? Так ты же не вернулся к положенному сроку. Я не понимаю. Я тоже. Давай разберемся. Какое сегодня число? 29. Впрочем, нет, уже вечер 30-го. 31-е, Игорь. 31-е? Так. Все правильно. Табло не врет. Каким образом мне удалось заблудиться во времени? Хотя... Свен, я провалился в красный подвал. Что? Ты слышал реквием бездны? Мне показалось, что я пробыл там не более часа.
Если б ты знал, чем оказался этот твой час для меня. Выкладывай. Смеяться не будешь? Вдруг появляется на площадке Манта и своими передними плавничками начинает делать все то, что должен был делать скутер. Я чуть в обморок не упал у экрана. Это производит такое сильное впечатление? Ну, знаешь. Ну, дальше. Пока выводил агрегаты на рабочий режим, Манту потерял из виду. Все складывалось превосходно. Агрегаты стали работать на полную мощность. И вдруг вижу на экране вспышки, как будто кто-то работает квантабером. Освещаю прожектором и читаю выжженную надпись. Что именно? СОС. Потом истекли твои знаменитые 20 часов. Дважды выходил тебя искать. Долго вызываю на связь, и вдруг слышу морзянку. Я жду. Я устала. А потом этот стук. Ты знаешь, нервы у меня крепкие, но этот стук меня доконал. Виски? Да нет, снотворное. Решил отдохнуть. Валился с ног от усталости. Глоток виски, чтобы нервы успокоить. А потом все как в тумане. Понятно. Остальное я знаю. Ты снова вышел в воду, хотя мог найти меня в душевой. Но самое главное все-таки то, что ты вышел. Как вернулся, не помню. Ну и что ты думаешь обо всей этой истории с Мантой? Может, Пашич показал нам чудеса дрессировки? Дрессировал Манту втайне от Дюмона? Ему что, здесь было делать нечего? Да, довод существенный. Добавь сюда и то обстоятельство, что Манта помогла мне выбраться из красного подвала, а тебе вернуться на станцию. Она? Мне? Да, Свен. Это не дрессированная Манта. Это вообще не Манта. Я не знаю, что это такое, но бесспорно одно, кто-то всерьез поработал над этим животным, разумеется, там, наверху. Вот эту штуку я нашел там, где Манта стучит кольцом в стену бункера. Что-то знакомое. Солнцезащитная шторка от иллюминатора. На самолетах. Верно, черт побери. В общем так, я немного вздремну, но как только Манта появится, разбуди меня. Зачем? Выйду в воду и суну ей эту шторку под нос. Посмотрю, что она сделает. Дейтерий 1010. Дейтерий 1010. Говорит радиостанция судна «Таймыр». Руководство глубоководного сектора Международного института океанологии поздравляет мужественный экипаж станции с успешным выполнением работ по запуску добывающих агрегатов. Сотрудники энергосистемы западного побережья материка передают вам самые теплые слова благодарности. Как поняли? Прием, прием, прием.
Нам здорово привалило. Но, судя по всему, погиб он не сразу. У него было время выжечь «Прощай, Ружена» и не пойму, что это. В надежде на помощь он отмечал сутки. 3 креста, 3 суток. Но Дюмон не смог заставить себя выйти в воду. Этого не прощают, Дюмон. Я Дейтерий 1010. Вызываю на связь Кинг Вайкинг Скай. Дейтерий, слышу вас отлично. У микрофона Леон Дуговский. У нас печальные новости, шеф. Знаю. На подходе мы уловили сонаром траурную музыку и поняли все. Это был один из лучших акванавтов нашего института. Извините, шеф. Теперь о других делах. Понимаю. Должен огорчить Соболева. Никто в мире не экспериментирует с королевскими мантами. Ни один институт. И кажется, современная наука вообще плохо знает этих животных. Чем вызван запрос? Рассказывать мы еще не готовы. Запросите агентство воздушных сообщений, когда и по какой причине на акватории нашего квадрата затонул самолет беспилотного типа. Индекс АУФ, бортовой номер 34055. Надо узнать, откуда он шел, куда и с какой целью. Займусь немедленно. У вас все? Пока все. Так. Ученый мир отрицает свое отношение к этой твари. Но с другой стороны, мы явно наблюдаем результат какого-то биологического эксперимента. По-твоему, нить ведет к самолету? Свен, у меня не выходит из головы тот странный агрегат, что мы нашли в переднем отсеке. Это опять она. Скрипит ультразвуком, словно дельфин. Странное существо. Свен, помигай прожектором. Может, подойдет поближе. Включи ультразвук. Зачем? Ну-ка, введи сонар на полную мощность. Кто ты? Кто ты? Лотта. Подробнее. Прошу, подробнее. Я не могу. Верните безличность. Очень устала. Надо записывать все, что здесь происходит, иначе нам никто не поверит. Откуда ты здесь? Откуда? Не знаю. Что для тебя самолет? Что у тебя связано с самолетом? Был мой дом. Искала людей. Нашла. Верните безличность. Помогите. Мы хотим. Но пока ничем не можем тебе помочь. Я не понял последнюю фразу. Я ушла. Кто же это кричит из мозга манты? Требует, умоляет вернуть какую-то безличность. Был мой дом. Значит, манта все же гнездилась где-то внутри самолета. Если так, то после авиационной катастрофы. Сенсолинг 4. Ты случайно не знаешь, что такое сенсолинг? Сенсолинг? Сенсолинг. Слово кажется мне знакомым. То ли где-то слышал, то ли читал. Что? Любопытно, а чья конкретно память используется? Любого сотрудника нашего института. Не имеет значения. Детеныш электрической манты заплывает в самолет, случайно сунул голову в копировальный агрегат, и мозг его давным-давно стал копией матрицы памяти Лотты.
Лотта, вернись! Что ты задумал? Пусти. Тебе нельзя туда. Пусти! Игорь! 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 Тебе нельзя в воду! Пусти. Нет! Я отключил автоматику. Институт бионетики. Руководитель темы Александр Керам. Сенсолинг 4. Шарлотта Керам. Связь. Связь! Кинг Вайкинг Скай, дайте мне связь! Черт бы вас побрал! Связь! Извините, 1 минуту, срочный вызов. В чем дело, Бол? Готовьтесь, мы срочно всплываем. Вам удалось выяснить насчет затонувшего самолета? Вы как раз вторглись в наши переговоры. Но могу предварительно вам сообщить. Что он нес на борту? Контейнированный груз научного оборудования. Кроме того, в переднем отсеке находился специальный агрегат для копирования так называемых сенсолингов. Как мне только что сказали, это матрицы человеческой памяти. Я предполагал что-нибудь подобное. Самолет совершал специальный рейс. Не надо, мне уже почти все понятно. Срочно разыщите Институт бионетики и затребуйте на связь Александра Керама. Достаньте этого человека хоть из-под воды. Не беспокойтесь, Бол. Как раз с этим человеком я веду переговоры. Кстати, он вас слышит. Вот как? Дайте-ка мне его на экран. Ваше изделие. Да. А вы знаете, что живая копия этой матрицы плавает сейчас в глубинах Индийского океана? Мечется, страдает. Что вы от меня хотите? Помощи. В чем дело, Бол? Почему всплываете в аварийном режиме? Я запрещаю вам это. Прием. Кинг Вайкинг Скай. На связи Свен Болт. Продолжаю подъем в аварийном режиме. Обеспокоен состоянием Соболева. Готовьте рекомпрессионную камеру. Конец связи. Как наши дела, Элли? У вас все отлично, мальчики. Не беспокойтесь. Рекомпрессия идет в нормальном режиме. Простите, Васильев. Следует ли нам пригласить сейчас на связь с Кером? Я думаю, что нам нужно пощадить старика. Садитесь. Вы не волнуйтесь. Пловцы отлично проинструктированы, пусть начинают. Электрическая разновидность королевской манты. 30 лет занимаясь морской биологией, а с такого рода сюрпризом приходится сталкиваться впервые. Да. А вы уверены, что нам удалось избавить манту от груза человеческой памяти? Судя по ее реакции, бесспорно. Это была реакция животного, раздраженного фамильярностью обращения. Да, я уверен, память Лотты Керам, как система записи в белковом варианте, перестала существовать. Сегодня вы покидаете стены своей альма-матер и, может быть, навсегда. Вашу дальнейшую работу будет координировать комитет по освоению океана в мирных целях при Организации Объединенных Наций. Преподаватели, тренеры, медикологи сделали для вас все, что могли. Сейчас вы получите свои гидрокомбовые оболочки и станете по существу владыками океанских просторов. Но прежде вы произнесете клятву акванавта-глубоководника. Быть всегда впереди, но никогда не стремиться возвысить себя над человечеством. Клянусь! 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 Клянусь!
Клянусь! Клянусь!